Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Человек и Здоровье. Сегодня я хочу рассказать вам о действительно хорошем средстве от зубного камня. Также поделюсь с вами, как правильно убирать зубной налет в домашних условиях. Так что досмотрите видео до конца, подпишитесь на канал, если не подписаны, и ставьте палец вверх. Приятного просмотра. Как в домашних условиях убирать налет зубов и между коронками остается актуальным для всех, кто желает иметь белоснежную улыбку и свежее дыхание. Несмотря на то, что обычные отложины между зубами не причиняют человеку никакого дискомфорта. Но избавляться от проблемы нужно обязательно. В противном случае возрастает риск развития кариеса, гингивита и других заболеваний ротовой полости. Вы можете прибегнуть к профессиональной помощи или воспользоваться народными способами. Какой из вариантов является оптимальным в конкретном случае, лучше решать вам с лечащим врачом. Проблему нельзя игнорировать, поскольку ученые давно доказали существование прямой зависимости состояния резцов, клыков, маляров от качества гигиенического ухода. Что такое зубной налет? На эмали ежедневно накапливаются частички пищи, отмершие клетки, компоненты слюны. Из-за всего этого появляются бактерии. Поначалу скопления мягкие и легко счищаются. При отсутствии регулярного гигиенического ухода слой затвердевает и превращается в камень. Как правило, поражается сразу несколько единиц. Поверхность приобретает различные неестественные желтый, серый, черный, зеленоватые оттенки, становится шероховатой на ощупь. Изо рта начинает неприятно пахнуть. Чаще всего отложения скапливаются над десной. Они расположены на видимой части коронки. Поддесневые не видны невооруженным глазом и уходят под десну. Иногда добираются до самых кончиков корней. Локализоваться такая проблема может на эмали, примыкая к тканям десны в межзубных промежутках и на пломбированных зубах. Как образуется зубной налет? Перед тем, как почистить зубной налет и удалить в домашних условиях все лишнее, необходимо разобраться, каким образом он появляется и распространяется. Этот процесс происходит под воздействием следующих факторов. Это некачественная гигиена ротовой полости, преобладающее количество мягкой пищи и быстрых углеводов в рационе. Это кондитерские изделия, сахар, выпечка и недостаток слюны. У здорового человека выделяются достаточно слюны, чтобы смыть остатки еды. Однако, если продукты липкие, сахаристые, вязкие, то естественным образом они не вымываются. Многие люди пренебрегают полосканиями рта после обеда и легких перекусов, и в результате на эмали возникает тонкий слой, в котором активно размножаются бактерии. Менее чем через сутки микробов становится так много, что продукты из жизнедеятельности начинают воздействовать на эмалевую структуру. При отсутствии качественной чистки в течение 48 часов происходит затвердевание скопившейся массы. Камень уже не удаляется самостоятельно. Человеку придется обратиться к профессиональной помощи к стоматологу. Чем опасен зубной налет? Мягкие и твердые отложения кажутся безобидными на первый взгляд. Они приводят к серьезным проблемам, таким как образование камня на внешней и внутренней поверхности зубов в межзубных промежутках, воспалительные процессы слизистых оболочек, в том числе десен, неприятный запах изо рта, который не устраняется даже после полоскания и чистки щеткой, сбой в работе желудочно-кишечного тракта. Все, что накапливается на эмали, должно быстро своевременно устранено. В противном случае не избежать негативных последствий. Как избавиться от налета? Итак, для избавления камней и налетов нам необходимо: первый ингредиент – пищевая сода. Пищевая сода – это бикарбонат натрия, а налет особенно те, что нарастает на зубах и превращается в зубной камень, который выделяет слишком много кислот. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы pH у нас во рту не становился настолько кислым. pH – это водородный показатель о кислотности и щелочности вещества в нашем рту. Он должен быть нейтральным или слегка кислотным. Основная причина повышенной кислотности – это сахар.
сахар. Это ваше питание, если вы едите слишком много сахара или если вы диабетик. Сахар также любит дрожжи. Разновидность дрожжей, которая называется кандида, тоже обитает в налете. Бактерии, которые прячутся в налете, едят весь сахар. Их побочный продукт – молочная кислота. От этого pH начинает понижаться, а среда становится идеальной для извлечения кальция из зубов. И вы получаете кариес. А микробы используют извлеченный кальций в качестве укрытия. Поэтому применение пищевой соды – отличный способ повысить pH, чтобы сделать среду немного более щелочной. Это компенсирует падением pH и устраняет кислоту, а за ней вымывание кальция. Кроме того, пищевая сода может помочь разрушить слой налета. Итак, вы растворяете четверть чайной ложки пищевой соды в полстакана воды. Затем добавляете еще один ингредиент, она называется перекись водорода. Нам нужен 3% раствор перекиси водорода. Его можно купить в любой аптеке. Перекись водорода весьма полезное соединение, которое помогает сдерживать развитие слоя налета, а также убивает бактерии, дрожжи, кандиду и все эти микроорганизмы. И что еще интересно можно сказать о перекиси водорода? Наш организм производит ее. Она есть в нашей слюне. Перекись – важное соединение, с помощью которого наши клетки убивают микробы. Так что мы даем нашему организму то, что оно и так производит в небольшом количестве. Итак, вы берете четверть чайной ложки пищевой соды и столько же перекиси водорода, 3%. Растворяете все это в полстакана воды, а затем берете зубную щетку и чистите этим зубы. После того, как почистили зубы пастой. Что это нам даст? Это будет препятствовать постоянному появлению зубного налета, а с зубами у вас будет все отлично. Таким образом, вы защитите свои зубы от налета и зубного камня, который в будущем провоцирует кариес и другие недуги в полости рта. Не забывайте регулярную гигиену ваших зубов. Берегите себя и будьте здоровы! Друзья, на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!